Всем привет! Хочу вам показать свою старую идею. Кому интересно, оставайтесь со мной. Раскатала 4 лепешки, как всегда, смазывая растительным маслом. Посыпаю сахаром. Можно маком посыпать еще здесь. Я буду только сахаром посыпать. Кладем наверх вторую лепешку. Смазываем маслом. Посыпаем сахаром. Кладем третью лепешку. Смазываем растительным маслом. Снова посыпаем сахаром. И выкладываем последнюю лепешку. Ее мы не посыпаем и не смазываем. Берем нож и размечаем на 8 частей. Разметили на 8 частей. Теперь нам нужно в каждом этом треугольнике сделать вот такой надрез. Где-то 2 пальца отступая от края, вот такой надрез сделать. Разрезать все 4 слоя. И последний. Теперь нам нужно вот эти вот так вывернуть, чтобы все слои были видны. Не вывернуть, а просто наверх вот так вот выложить. Чтобы вот эти все слои видны были. Все, слои вывернули. Теперь нам нужно вот эти вот треугольнички разрезать. Вот так до середины. И теперь в каждом еще сделать надрез. Все, разрезали, надрезали. Теперь сверху вниз каждый вот этот треугольничек. Вот так вот.
вывернуть и опять сложить к серединке. Берем следующий треугольничек и сверху вниз и выворачиваем. Можно пока один с края так оставить, чтобы легче было. Тут нужно смотреть, что было разрезано. Сверху вниз. Следующий сверху вниз. Следующий сверху вниз. Следующий вниз и вывернуть наверх. Следующий под низ и вывернуть наверх. Нам нужны вот эти вот слои нам нужны. Если мы будем выворачивать сверху вниз, то у нас вот тут вот этих не будет. Вот они, видите, какая разница? Тут их не будет. Это уже будет другой узор. Можно так тоже сделать, но узор уже будет немножко другой. Можно через один вот так вот чередовать эти узоры. Поэтому снизу наверх. Вот. Вот я показываю. Вот они все слои. Вот отсюда покажу. Вот они у нас, вот они все слои будут. Теперь мы это все хорошо в середине соединим. Хорошо подправим все. Вот эти можно разъединить, чтобы вы видели, что все слои разъединены, отделяются все. Вот все наши 4 слоя. Они когда поднимется немножко тесто, оно должно хорошо разойтись. Вот я их немножко разъединю, чтобы видно было. Вот они. Этот немножко уже загибается. Вот так его подправить наверх. Вот они все 4 слоя. Все отделяются. Все мы сделали, все слои наши видны. Вот здесь в этом месте можно вот так вот сделать, чтобы у нас были лепестки. А можно просто вот так пальцами. Вот так. И вот этой палочкой я вот тут вот немножко нажму, чтобы они лучше в середине у нас вот эти кончики все сошлись в середине, чтобы у нас в серединке не было дырочки здесь. Когда тесто еще поднимется, она тут все склеится, и тогда у нас тут не будет пустоты. Вот эти все кончики нажать. Все. И вот в этих местах можно еще раз вот так нажать, чтобы вот слои лучше раскрылись. Вот тут. Вот видите, вот здесь я неправильно сделала. Видите, вот у меня раскрываются вот эти все. Вот. А вот этот нет. Я его неправильно завернула. Вот.
вниз и вывернуть. Вот теперь я его тут в серединке прижму. И вот теперь у нас вот эти вот слои откроются. Вот они. Все. Вот тут еще немножко нажать. Вот теперь они раскрываются, наши слои. Вот тут вот так вот. Сжимаем. И вот в этих местах, вот тут вот широкие такие полоски, их тоже еще раз так нажать, чтобы слои лучше раскрылись. Вот в этих местах. Вот тут вот все. Еще раз тут все подправим. И я поставлю на расстойку минут 20-30. Я посмотрю, как он поднимется у меня, булочка моя. И поставлю его печь на 180 градусов. По времени я посмотрю. Я по времени никогда не замечаю, я смотрю, когда он подрумянится. Смотрите по своей духовке. Я сначала ставлю на нижнюю полку, в холодную духовку, он еще поднимется за это время. И потом я его меняю местами на верхнюю, на нижнюю. Вы смотрите по своей духовке. Все, желтком я не смазываю. Когда я смазываю, если я смазываю, то я смазываю уже тогда, когда он в духовке уже начинает подпекаться, булочка или пирог. Только тогда я смазываю. Сейчас я не буду смазывать. Чего тут вот можно вот так вот нажать еще, чтобы вот эти немножко отделялись. Все, пусть стоит. Перед тем, как поставить в духовку, вот тут можно еще раз вот так вот подправить. Все, наша булочка готова. Еще, когда вы пекете вот такие вот узоры, вот именно этот узор, его лучше сразу делать на пергаментной бумаге, потому что его потом плохо перенести, он потом деформируется. Поэтому лучше сразу на бумаге делать, и потом с бумагой можно просто переложить на лист. И еще яйцом сразу лучше не смазывать из-за того, что возможно склеятся ваши все слои. А нам нужно, чтобы слои у нас раскрылись. Пока моя булочка подходит, я покажу, как я делаю сироп. Сироп я в основном делаю на глаз. Сегодня я примерно покажу, как я это делаю. Возьму воды. У меня одна булочка. Я возьму где-то, не совсем полстакана воды. Я взяла кипяток с чайника, чтобы быстрее было. Наливаю в ковшик. Туда несколько чайных ложечек сахара. Сильно много сахара тоже не надо, потому что он может потом белым стать, засахариться сироп. И кофе. Обычное растворимое кофе. Чуть-чуть для цвета. Даже не совсем пол чайной ложечки. Можно даже чуть-чуть еще добавить. Это все перемешать. И пусть закипит. И минутки 2-3 вот так вот пусть покипит. Чтобы он немножко погуще стал. Чтобы сиропом стал. Это самый простой, самый быстрый способ сделать сироп. Все, булочка моя испеклась. Я нагрела свой сироп. Вот он вот такой стал. Если он станет сильно густой, его можно чуть-чуть разбавить водичкой. И этим я смажу весь пирог.
Вот моя булочка в готовом виде. Уже немножко подсыхает. Все мои рецепты вы можете посмотреть на моем канале на ютубе Валентина Цуркан. А я прощаюсь с вами и до скорых встреч. Всем пока!